Мир развлечений снова потрясла шокирующая новость. Тэхёна якобы унижали, а Чингук в это же время сделал важное откровение, которое немедленно изменило ход общественных дискуссий. Аэропорт, место, которое обычно используется только для поездок айдолов туда и обратно, внезапно стал центром неожиданной драмы. Тэхён смотрел вниз, его шаги на мгновение остановились, как будто он держал что-то в тишине. Тем временем, всего через несколько минут, Чингук появился с суровым выражением лица, как будто нес важное сообщение, которое нельзя было отложить. Поклонники были шокированы, как эти два момента могли произойти почти одновременно. И что еще более удивительно, какая связь между унижением Тэхёна и громким заявлением Чингука? Ситуация обострилась, когда несколько очевидцев заявили, что видели Тэхёна, как будто он только что получил неуместный комментарий от кого-то из VIP-зоны. Хотя камера не записывала четко, его выражение лица было достаточно, чтобы заставить ARMY понять, что-то не так. Тэхён не ответил. Он просто глубоко вздохнул, поправил маску и шапку, а затем отошел, словно предпочитая молчать, чтобы не поднимать шум. Но именно это молчание подогрело слухи. СМИ начали освещать этот момент в заголовках «Тэхён выглядит обиженным» или «Что стоит за молчанием Тэхёна?». Дикие домыслы были неизбежны. Не успели утихнуть слухи, как Чингук внезапно появился быстрыми шагами, выглядя решительным и избегая всей шумихи СМИ. Обычно он улыбался, по крайней мере, махал рукой. В тот день он этого не сделал. Казалось, его взгляд сдерживал важное решение, которое он долго вынашивал. ARMY сразу почувствовали что-то другое, как будто Чингук собирался сказать что-то, что могло все изменить. Когда репортер спросил о состоянии Тэхёна, Чингук замолчал. Это длилось всего несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы заставить весь аэропорт замереть. Он смотрел прямо в камеру, словно игнорируя всю суматоху и сосредоточившись на одном послании, которое хотел послать миру. «С сегодняшнего дня, тихо, но твердо сказал он, вам нужно кое-что знать». Эти слова заставили все микрофоны подняться выше. Никто не дышал. Онлайн-фанаты тут же выключили видео, выложили его в сеть, и началась истерика, что же раскроет Чингук. Многие подозревали, что это объявление связано с Тэхёном. Другие были убеждены, что речь идет о новом проекте или даже о прояснении все более дикой ситуации в интернете. Но выражение лица Чингука намекало на нечто большее, чем просто новый проект. Было давление, была ответственность, и было что-то, что он хотел защитить. Чингук снова посмотрел в камеру. «Я долго молчал», — продолжил он. Эти слова заставили воздух содрогнуться. Став пытался остановить СМИ, но было слишком поздно, Чингук уже открыл дверь непредсказуемому откровению. «Некоторые из того, что вы слышали до сих пор, неверны», — сказал он. Эти слова вызвали панику в социальных сетях. ARMY начали заполнять свои ленты тревогой. Это было связано со старым слухом, об отношениях участников, о будущих расписаниях. Но Чингук не объяснил прямо. Казалось, он утаил самую важную часть, сделав драматическую паузу, которая чуть не свела всех с ума. Он просто сказал, что полное объявление будет сделано в ближайшие несколько часов в официальном заявлении. С этими словами Чингук быстро ушел. Но прежде чем он полностью скрылся из виду, он слегка повернул голову, как будто посылая безмолвное сообщение. Было ли это адресовано кому-то, или это было на публику? Никто не знал. Было ясно, что этот взгляд еще больше убедил ARMY в том, что между ним и Тэхёном есть связь. Сам Тэхён к тому времени уже подошел к своей машине. Он осторожно закрыл дверь, не торопясь, но на его лице было видно изнеможение, которое он не мог скрыть. Персонал внутри машины, казалось, лихорадочно разговаривал по телефону, как будто они решали что-то срочное. Тэхён просто смотрел в окно. Поклонники, которые видели его, говорили, что он потер глаза то ли от усталости, то ли от гнева. Многие считали, что он не заслуживал такого неуважения ни от кого, особенно в общественном месте, полном камер. Тем временем хэштег «Решетка против Тая Юнг» начал набирать популярность. Весь мир наблюдал, и все ждали заявления Чингука.
СМИ начали переписывать историю, было ли откровение Чингука защитой Тэхёна? Или он пытался прояснить что-то большее, что-то, что так долго было источником недопонимания между ними. Некоторые аналитики в сфере развлечений даже предполагали, что Чингук мог раскрывать внутреннее напряжение, которое так долго испытывали айдолы к-поп. Что бы это ни было, одно было ясно – остановка Чингука посреди аэропорта была необычным моментом. Она сигнализировала о том, что происходит что-то важное. И когда два участника BTS, явно обиженный Тэхён и Чингук с важным откровением, появились одновременно, мир понял – драма только начинается. Вскоре их агентства оказались втянуты в перепалку. Телефоны СМИ звонили без умолку, требуя объяснений относительно того, что именно произошло между Тэхёном и человеком, который его якобы унизил. Тем временем видео, на котором Чингук остановился в толпе, прокручивалось миллионы раз. Каждое крошечное движение, каждый взгляд в его глазах анализировались, словно в них содержался секретный код. Некоторые фанаты даже утверждали, что чувствовали напряжение на лице Чингука. Напряжение, которое можно было наблюдать только тогда, когда он пытался защитить кого-то очень важного для себя. Тем временем слухи продолжали распространяться. Одни обвиняли персонал, другие – незнакомцев в аэропорту, а некоторые – представителей индустрии развлечений. Но со временем начала вырисовываться закономерность. Все указывало на один вывод – откровение Чингука было напрямую связано с тем, что случилось с Тэхёном. Свидетели также начали высказываться, утверждая, что стали свидетелями короткого, но трогательного взаимодействия между Тэхёном и интересующим его человеком, лицо которого было намеренно скрыто от публики. Некоторые аналитики говорили, что это может быть одним из самых решающих моментов в их индивидуальной карьере, поскольку айдолу редко удается сделать такое внезапное публичное заявление. В социальных сетях теории становились все более дикими. Некоторые считали, что Чингук раскроет несправедливое обращение с Тэхёном. Другие были убеждены, что он раскроет внутреннее давление, которое скрывал. Одна из самых вирусных теорий предполагала, что Чингук намеренно поторопился со своим заявлением, потому что увидел, что Тэхён выглядит опустошенным. Как будто он не мог вынести того, как плохо с ним обращаются. И с наступлением ночи мир замер в тревожном молчании. Все взгляды были прикованы к одному, обещанному Чингуком большому откровению, такому, которое может изменить всю историю в одночасье. В конце концов, мир мог только ждать, затаив дыхание. Тэхён, молча идущий с невысказанными ранами, и Чингук, выступающий вперед с правдой, которая может потрясти все, два переплетенных момента, две незаконченные истории. Что бы ни случилось дальше, одно остается неизменным – AR и MUI всегда будут на передовой, защищая, слушая и понимая. Потому что за блеском и гламуром сцены участники BTS все еще люди, чувствующие боль, гнев, усталость и жажду быть услышанными. И когда Чингук наконец откроется, мир узнает, почему он выбрал этот день, чтобы высказаться, и почему Тэхён заслуживает большего, чем извинения. А пока давайте приготовимся к правде, которая может быть непростой, но ее важно раскрыть. Это начало чего-то гораздо большего, чем просто слухи в аэропорту.